Новая неделя на крипторынке началась с того, что вторая криптовалюта мира эфириум пробила новый годовой максимум. Это очень важный момент для эфира, поскольку на протяжении почти 2 лет его цена торговалась ниже этого ключевого диапазона, который сформировался еще в 2021 году. Таким образом, эфириум вошел в лидеры роста за последние 7 дней, поскольку его цена зафиксировала более 15% профита, а все потому, что меньше чем через месяц пройдет важнейшее обновление в сети под названием Dencun. Но мало кто знает, что это событие играет важную роль не только для эфира, но и для всех проектов, которые работают на его сети. И одним из главных претендентов, который благодаря своему функционалу, а также невероятно быстрому блокчейну может заменить сам эфириум, является оптимизм. Цена монеты OP уже выросла на 270% начиная с октября прошлого года и сейчас находится на грани от того, чтобы пробить новый исторический максимум на уровне $5 до 13 марта. Но пробьет ли оптимизм этот уровень или нас ждет глубокая коррекция после разблокировок токенов 29 февраля, вы узнаете сегодня в видео, ведь я для вас подготовил большой обзор на одну из самых интересных монет, которая работает на базе эфириум. Сегодня я расскажу, что такое оптимизм, почему его цена растет второй год подряд, кто стоит за успехом этого проекта, сможет ли OP составить конкуренцию Arbitrum, а также какие прогнозы насчет будущего блокчейна оптимизм озвучил сам Виталик Бутерин. Но также на рынке есть очень много монет, которые связаны с биткоином, как например STX, который взлетел на 30% за неделю. Поэтому если вы желаете, чтобы мы собрали топ монет на иксы, которые связаны с биткоином, давайте наберем под этим роликом 1000 лайков. Такое видео 100% заслуживает вашей поддержки, за которую я вам безумно благодарен. Так что всем приятного просмотра. Вы на канале Coin22. С вами Влад. Мы начинаем. Итак, друзья, монета оптимизм не просто так попала в наше сегодняшнее видео, ведь ее выбрали именно вы, благодаря голосованию, которое мы проводили в нашем телеграм-канале. И в данном случае вы сделали очень хороший выбор, ведь перед мартовским обновлением монеты, которые связаны с эфиром, имеют хороший потенциал на активный рост, особенно если мы говорим о монете OP. Поэтому те, кто до сих пор не подписан на наш телеграм, подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропускать такие опросы и ежедневно быть в курсе всех актуальных новостей, которые происходят на рынке. А поскольку сегодня мы будем говорить о проекте Оптимизм, который построен на блокчейне эфириум, конечно же, я не могу пройти мимо самого эфира, который прямо на наших глазах скупает киты. Да, вчера появилась информация, что один кит эфириум сделал вывод $100 миллионов с биржи Binance и купил более 21 тысячи эфиров на сумму $60 миллионов, то есть по средней цене 2800 за монету. А уже после этой покупки с Binance вывели еще более 10,5 тысяч эфиров. Это более $30 миллионов. В принципе, это и стало основной причиной, по которой эфир пробил новый годовой максимум в начале этой недели. Но тем не менее, главным катализатором, который уже больше 3 месяцев держит эфир в восходящем тренде, остается обновление Dencun. Ранее я рассказывал, что это обновление необходимо для снижения комиссий в сети. Но поскольку это обновление является самым важным со времен Шанхая, которое провели в апреле 2023 года, нам стоит уделить ему особое внимание. К тому же Dencun окажет прямое влияние на оптимизм. Чтобы у вас сложилась полная картина, вернемся в 2015 год. Тогда был запущен блокчейн эфириум, который работал по такому же принципу, как и биткоин, а именно с помощью майнеров. Но Бутерин изначально не хотел, чтобы эфир бесполезно тратил много электроэнергии для обработки транзакций, и ему это удалось, потому что в 2022 году провели обновление March, и эфир перешел на систему Proof of Stake. Далее важное обновление, которое называется Шанхай, провели в апреле прошлого года, после чего стала доступна функция вывода эфира из стейкинга. Эти два обновления полностью изменили эфириум, ведь принцип работы самого блокчейна очень отличается от того, который был в 2015 году. Но время идет, а главная проблема сети эфириум остается по сей день. И да, это высокие комиссии, ведь всего лишь за одну транзакцию приходится платить от 5 до $10. Причем в особо загруженные дни комиссия доходит и до $20. Вот поэтому многие проекты решили исправить данную проблему, и это стало главной причиной создания блокчейнов L2, одним из которых является тот самый оптимизм. Для общего понимания есть два основных вида блокчейнов, а именно L1, как например биткоин, эфириум, BNB Chain, а также Cardano, и L2. Это все те блокчейны, которые работают на основе L1. Так вот, обновление Dencun направлено на снижение комиссий для всех L2 на его сети. И как раз таки вторым, самым главным блокчейном на эфире также является оптимизм. Поэтому давайте же разберем, что такое оптимизм и может ли он за счет большого количества своих преимуществ обогнать вторую криптовалюту мира эфириум. Во-первых, как вы уже поняли, оптимизм — это блокчейн второго уровня на сети эфириум, главной задачей которого
является обеспечить пользователям быстрые и дешевые транзакции, а также предоставить возможность масштабирования, то есть функции запуска своих проектов. При использовании Optimism блоки создаются и выполняются в сети OP, а транзакции пользователей соединяются в одну группу и передаются на Ethereum. Поскольку Optimism это L2, транзакции немедленно принимаются или отклоняются, гарантируя быстрое взаимодействие с пользователями. Это значительно увеличивает скорость транзакций, потому что пока старичок Ethereum за одну секунду обрабатывает только 15 транзакций, Optimism обрабатывает 2000, при этом комиссии составляют доли цента, и если быть точнее, то в 70 раз меньше, чем у эфира. OP запустил фонд из Нью-Йорка, Optimism Foundation, в 2022 году, и несмотря на то, что ему всего пару лет, только за первый год после запуска Optimism сэкономил пользователям более $1 миллиарда на оплате комиссий, заключил более 6000 контрактов, зафиксирован объем транзакций на сумму более 17 миллиардов долларов, при этом общая выручка Optimism составила почти 25 миллионов, и напомню, что это все только за один год. Это очень хороший результат для молодой блокчейн-компании, особенно если мы вспомним, что Optimism запускали в разгар медвежьего рынка в середине 2022 года. В то время многие альты падали и тестировали локальное дно, но Optimism уверенно держался на плаву и с каждым днем привлекал новых пользователей. Вот только как молодая компания, основанная только в 2019 году, сумела стать вторым блокчейном на эфире меньше, чем за пару лет. А в этом ему, конечно же, помогли большие фонды. Возвращаясь к главным фондам, которые инвестируют в монету OP, мы сразу можем заметить, что в каждом раунде финансирования принимал участие фонд Paradigma. Это американский венчурный фонд, который активно занимается инвестированием в новые перспективные монеты. И на сегодняшний день общий портфель фонда оценивается почти в 28 миллиардов долларов. Причем больше всего этот фонд инвестировал именно в Optimism. На старте фонд Paradigma отправил в монету OP около 3 миллионов. После совместно с еще одним большим фондом Andreessen Horowitz было инвестировано 25 миллионов, а в финальном раунде финансирования в 2022 году Optimism получил от этих двух фондов 150 миллионов долларов. Да, именно это финансирование позволило Optimism Foundation создать один из главных блокчейнов на эфире. Но помимо крупных фондов, с Optimism работают и другие компании, как, например, Coinbase. Эта биржа является главным партнером Optimism, ведь через сеть OP был запущен блокчейн Base. Это отдельная сеть биржи, на которой также можно запускать проекты, приложения и масштабироваться. Именно это ключевое партнерство вызвало сильный рост OP в начале прошлого года, ведь только за январь цена выросла на 170% и пробила новый исторический максимум. Нечто похожее наблюдается прямо сейчас, потому что OP торгуется около максимального уровня $4. В декабре и январе Optimism делал несколько попыток, чтобы пробить $4 и зафиксировать уверенную поддержку выше этого уровня. Но поскольку начиная с октября цена выросла на 260%, очень много трейдеров фиксировали прибыль и не давали цене двигаться выше этого диапазона, после чего началась глубокая коррекция на 40%. Но самое главное, что даже во время такой сильной коррекции OP сохранил вот эту восходящую линию тренда. И как вы видите, вот эта линия в сочетании с уровнем сопротивления формирует классическую фигуру, которая в теханализе называется бычий флаг, ну или треугольник, кому как удобно. Так вот, на протяжении 2 месяцев OP собирал ликвидность вот в этом диапазоне, а поскольку спрос явно превышает предложение, его цена начала двигаться ближе к сопротивлению $4. И вот когда цена максимально сконцентрируется около $4, есть высокие шансы, что мы увидим резкий пробой и фиксацию нового максимального уровня $5. Лично я буду внимательно следить именно за этой фигурой, чтобы вовремя купить OP и открыть по нему некоторые позиции. И кстати, лучше всего это сделать с помощью нашего официального партнера и одной из самых популярных бирж на рынке OKX, потому что только нашим зрителям OKX предоставляет лучшие условия для торговли. И прямо сейчас биржа проводит большой розыгрыш на сумму $60 тысяч. Поэтому проходите регистрацию по ссылке в описании, вносите депозит и торгуйте с нашим надежным партнером. Положительный прогноз для цены OP связан с обновлением Dencun 13 марта, потому что как только его запустят в основной сети, во всех блокчейнах L2 сразу же упадет стоимость комиссий, что, во-первых, приведет к увеличению новых пользователей, а во-вторых, к росту новых проектов. Но при этом нам нужно учитывать, что Dencun повлияет не только на Optimism, но и на другие популярные L2, как, например, Arbitrum или Polygon. Но чем эти блокчейны отличаются от Optimism? Конечно, если сравнивать эти три блокчейна по показателю TVL, это общая заблокированная сумма средств в сети, то явный победитель будет Arbitrum, поскольку его TVL превышает $3 миллиарда, а вот у OP самый низкий TVL 860 миллионов. Но в то же время, если говорить о принципе работы блокчейна, здесь уже победитель
побеждает именно OP, ведь он обрабатывает транзакции гораздо быстрее. Также нужно учитывать, что оптимизм напрямую поддерживает Coinbase и крупнейший фонд Paradigma. К тому же даже Виталик Бутерин еще в 2022 году поддержал OP и похвалил проект за такой быстрый блокчейн. А уже в этом году Бутерин поддержал инициативу OP выделить $100 миллионов разработчикам проектов на сети Optimism. Поэтому монета OP спокойно может конкурировать с Arbitrum. Понятно, что стать прямым конкурентом, а уж тем более заменить эфир, у Optimism не получится. Ведь эфириум уже долгое время на рынке, и его надежность заставляет многих закрывать глаза даже на высокие комиссии сети. Тем более еще давно Бутерин говорил, что эфир готов только на 60%, ведь впереди еще будет много обновлений. Optimism развивается очень быстро, и данные ToTheBlock показывают, что активность пользователей в сети значительно выросла, особенно после недавних обновлений. Учитывая, что меньше чем через месяц запустят обновление Dencun, нам обязательно нужно следить за ценой монеты OP, ведь, как я сказал ранее, это событие может оказать особое влияние. Но также не забываем, что Optimism запланировал разблокировку 24 миллионов токенов на сумму $85 миллионов на 29 февраля. После прошлых разблокировок 30 января цена упала почти на 7% спустя неделю после этого события. Так что если это повторится, OP может резко упасть в марте, до обновления Dencun. И это обязательно нужно учитывать перед покупкой. Ну а если будут появляться дополнительные новости касательно монеты OP и не только, мы сразу будем их публиковать в нашем телеграм-канале, так что подписывайтесь. А на сегодня вот такой интересный обзор у нас получился. Пишите в комментариях, какую монету разобрать в следующем видео. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и увидимся очень скоро. Всем желаю прибыльной недели, до скорых встреч!